Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. На стримах, посвященных eFootball, меня нередко спрашивают, а порекомендуй эту позицию, порекомендуй, какого игрока прикупить туда, сюда, и в целом, каких игроков можно считать имбовыми в eFootball 2022. Дабы не отвечать 101 раз на этот вопрос, я решил заняться небольшой серией роликов на данную тему. И в рамках сегодняшнего ролика я хочу рассказать вам про вундеркиндов в eFootball 2022, которых вы просто обязаны подписать в свой основной состав. Некоторые из них играют неплохо уже и без прокачки, а некоторых нужно немножко прокачать, чтобы они проявили себя во всей красе. Однако обо всем по порядку. Перед началом я напомню вам, чтобы вы не забыли поддержать это видео, если хотите продолжение. В комментариях делитесь своими вундеркиндами, которых успели найти вы, которые успели заиграть в вашем составе, если, конечно, они не появились в этом ролике. Ну и обязательно подписывайтесь на данный канал, если находитесь здесь впервые. Ну и давайте не будем долго затягивать предисловие и приступим же к нашим вундеркиндам. И начнем мы наш сегодняшний список с одного из новых бестов eFootball 2022. Я так полагаю, вы уже догадались, о ком идет речь, ну а если не поняли, то вашему вниманию предоставляется полузащитник Аякса Гравенберч. Уже с самых первых дней после релиза версии 1.0.0 этот парень успел затесаться в составе многих игроков, и в целом он того стоит. Несмотря на то, что основная позиция у полузащитника именно что центральный полузащитник, он также неплохо задействуется и в опорке. И лично я, игрок, у которого есть Патрик Вейра, вместо француза использую именно Гравенберча, поскольку прокачанная версия игрока ни в чем не уступает французу. И стоит отметить, что у меня Гравенберч прокачан еще не полностью. И даже с рейтингом 80 он играет ничуть не хуже, а в каких-то аспектах даже лучше, чем тот же Вейра. Поэтому, если вы хотите укрепить свою линию полузащиты, будь то центральным полузащитником или даже опорником, то Гравенберч за каких-то 39 тысяч гпшек будет отличным вариантом для вашей команды. Также из вариантов в полузащиту, который может сыграть как ЦПЗ, так и ОПЗ, неплохо подойдет и Камавинга из мадридского Реала. Однако в случае с ним он более раскручен, а поэтому и стоит чуть больше, несмотря на то, что разница в рейтингах у них достаточно небольшая. Тем не менее, француз также успел затесаться во множествах составах в eFootball 2022 и в целом ни в чем не уступает прокачанным футболистам на этой позиции. И в целом, если вы решите подписать того же Гравенберча и Камавингу, это будет даже убийственная связка, я вам так скажу. Мой личный фаворит это Гави. Я подписал Гави на обоих аккаунтах в eFootball 2022. И на аккаунте на ПК, и на аккаунте на PS5. И хочу сказать, что на обоих аккаунтах он выглядел более чем достойно. На аккаунте на ПК он был прокачан слабо, и даже со своим небольшим рейтингом смотрелся очень даже неплохо. Однако стоило мне его прокачать на PS5, как он заиграл новыми красками. Во многом из-за того, что позицию центрального полузащитника у меня завел Гави, Гравенберч по большей части сидел на скамейке запасных, и только потом я перевел Гравенберча в опорку. И хочу сказать, что с этими двумя в составе мне играется более чем отлично, и поэтому я даже не задумываюсь о том, чтобы прикупить кого-либо еще на позицию полузащиты. Плюсом ко всему, Гави не такой дорогой, как тот же Гравенберч и Камавинга, а поэтому вам обязательно стоит его брать на позицию атакующего полузащитника, ну и ЦПЗ соответственно. Ну что мы все об атакующих игроках, давайте поговорим и про защиту тоже. На позицию центрального защитника неплохо подойдет Бадиишиль из Монако. Француз оценивается в 18 тысяч гпшек и при рейтинге в 73 играет достаточно уверенно. Лично я в своем составе его еще затестить не успел, однако если верить множеством отзывов на данного игрока, он более чем надежен, а поэтому и вариантом для подписания будет достаточно неплохим. Конкуренцию Гави на позиции атакующего полузащитника может составить Мусиала из Баварии, но помимо позиции атакующего полузащитника, он также может сыграть и слева в нападении. Несмотря на его 18-летний возраст, его рейтинг оценивается в 74, а его стоимость оценивается в 26 тысяч гпшек, а поэтому любой среднестатистический игрок сможет его себе позволить. Его неотъемлемый плюс – это способность суперсаба, а поэтому Мусиала отлично подойдет на выход во втором тайме, чтобы разрывать уставших игроков, но и в целом проявить свои способности суперсаба. И это были главные вундеркинды eFootball 2022, которых вы просто обязаны подписать свою команду в eFootball 2022. В комментариях делитесь, успели ли вы поиграть хотя бы одним из ранее упомянутых вундеркиндов и как вам в целом их игра. Понравилось ли, вписались они в ваш состав или же просто прошли мимо.
Напомню, что именно от вашей активности зависит продолжение данной серии роликов. Если вы хорошенько поддержите это видео своими лайками, то в следующий раз я расскажу про необходимые вам позиции, которые стоит усилить более нишевыми игроками, естественно, за небольшую сумму. Поэтому обязательно поддержите это видео своим лайком, если еще этого не сделали. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, контент по eFootball и по PES, ролики, стримы и все в таком роде. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих роликов, ну и начало стримов на нашем канале. У меня на сегодня все, я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем приятной игры. Всем удачи и пока, дорогие друзья. No.